Ассаляму алейкум! Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Сегодня вашему вниманию хочу предложить рецепт самых быстрых пирожков в мире. Они буквально готовятся за 20 минут. И будем готовить мы их на кефире. И горячие, сочные, вкусные пирожки у вас на столе. Итак, давайте начнем приготовление. Я всем желаю удачи на кухне. Приготовим тесто. Нам понадобится мука белая высшего сорта. Обязательно ее просеиваю. Так как я готовлю по маминому рецепту, мама добавляла либо в больших ложках, либо стаканами. Здесь вам понадобится 2,5 стакана по 250 мл. Сразу муку всю не добавляйте, добавляйте деликатно, так чтобы тесто получилось нежное, соответственно и пирожки будут нежными и вкусными. Сюда же пропускаем 1 чайную ложку разрыхлителя, щепотка соли. Делаем углубление и сюда же добавляем кефир комнатной температуры. Кефира 250 грамм, либо 1 стакан. Сюда же 1 яйцо и желток и белок вместе. И 3 столовые ложки растительного масла, без запаха. У нас должно получиться мягкое тесто. Такое тесто ни в коем случае мукой забивать нельзя. Муки явно не хватает, будем добавлять. Итак, вот посмотрите, тесто вот такое получается, очень нежное. И больше добавлять муки и не нужно. Накрываем крышечкой и дадим ему минут 10-20 отдохнуть. Маслом растительным смазываем миску. И вот посмотрите, тесто какое. Оно липнет к рукам, но оно очень нежное. Муку больше не добавляем. Накрываем крышкой и дадим минут 10-15. Нам понадобится репчатый лук, так как у меня он большая головка, и я буду нарезать половинку. Нарезаем мелкими кубиками. И топориком сейчас мелко рублю. Все готово. Мелко. Перекладываем в миску. Сюда же добавляем соль. У меня соли 3 грамма. Очень удобно. Именно 1 грамм получается на 100 грамм фарша. Добавляю перчика по вкусу. Черный молотый. Красный молотый. Тоже по вкусу. Добавляю немного растительного масла. И вот такую чайную ложечку зиры. Раскроем аромат. Нам лучок надо немного пожимкать. Во-первых, хорошо даст сок и не будет рвать тесто. Лучок мягкий. Сюда же добавляем фарш 300 грамм. У меня фарш постный, поэтому я растительное масло добавила. Хотите, чтобы они у вас сочные были, вкусные, можете добавить вместо растительного масла топленое или сливочное. Или жир говяжий или бараний. Вот как нам нравится. Вот такая масса получается. Сейчас будем еще добавлять немного воды. И водички где-то 40-50 мл. Так, чтобы пирожки были сочные. Тесто прекрасно расстоялось. И сейчас мы его сверху немножко посыпаем мукой. На рабочую поверхность мукой. И тесто достаем. Так, чтобы у нас ничего не прилипало. У меня поверхность не деревянная, поэтому немного больше прилипает. Сейчас нам нужно раскатать где-то 0,7, около сантиметра, в общем-то. Не сильно тонко, но и не толсто, чтобы пропеклось. Если необходима мука, обязательно нужно подпылять мукой. Из этого количества у нас получается небольшое количество пирожков, но зато очень быстро, на завтрак, на выходные. Просто красота для семьи. Также подготавливаю доску, совсем чуть-чуть подпыляю мукой и пиалкой, либо стаканом выдавливаем кружочки. Остатки теста в пакетик.
Из него тоже еще выйдет пирожок. Выкладываем мясо. Любую начинку можете. Картошку, шоколад, сгущенку вареную. Такое тесто, оно очень хорошо скрепляется. Я буду делать кругленькие, обязательно в муку, подушечки пальцев, так чтобы у нас не липло. Вот такой кругляш получился у нас. Готово. Перекладываем на доску. И остальные тоже начиняем. Фарша слишком много не надо. Ну и мало, конечно, тоже будет, если одно тесто не очень-то вкусно. Все вот так быстро. Если прилипает, немножко муки. И сейчас будем собирать. Чтобы лучше прожаривались, мы их не оставляем вот такими кругляшами, а делаем как медальончики. Вот так даже все вместе собрали. И все. Я выкладываю швом наверх. А когда будем обжаривать, опускать в масло швом вниз. Вот как мы обычно жарим с вами беляши. Вот я чувствую, немножко прилипает. Конечно же, нужно немножко подпылить мукой, чтобы не прилипло потом. Из остатков теста у нас получилось еще 2 пирожка. Все готово. Посмотрите, какая красота. И сейчас сразу жарим. Ждать не нужно. Котелок на средний огонь. И добавляем растительное масло. Без запаха. Где-то миллилитров 500. Проверяем на деревянную лучинку. Если пузырьки от деревянной лучинки отходят, значит готово. Есть пузырьки, масло готово для жарки. Огонь уменьшаем чуть ниже среднего и швом вниз. Обжариваем с каждой стороны где-то минутку-две. Помогаем нашим пирожкам. Вот так сверху заливаем маслом. Они уже начали румяниться до золотистого цвета и переворачиваем. Итак, дорогие друзья, пирожки у нас получились на славу. Очень нежное тесто, пышные, очень сочные внутри,
и очень-очень вкусные. Всем настоятельно рекомендую приготовить по этому рецепту. Если понравилось видео, ставьте лайк, поддержите наш канал лайком, делитесь моим видео со своими друзьями и близкими и в соцсетях. Пишите в комментариях, как получается у вас. Я вам буду очень признательна за обратную связь. Если еще не подписаны, обязательно подписывайтесь. Не забудьте нажать на колокольчик справа, чтобы не пропускать выход нового видео. Я не прощаюсь с вами, а говорю лишь до новых встреч, друзья, на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Пока-пока.